Гибкие, словно змей, и проворные, как рыба в воде. В мастерстве альпинизма им позавидуют приматы, а бесстрашию удивятся даже тигры и львы. Неугомонные охотники, которые не оставляют шансов даже крупной добыче, и превосходные напарники, предпочитающие работать в команде. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня мы познакомимся с самой яркой куницей. Встречайте, Харза. Являясь типичным представителем рода куниц, Харза считается самой крупной из 8 ныне живущих видов. Даже без учета длинного хвоста, размеры отдельных самцов могут приближаться к 80 сантиметрам, а масса нередко переваливает за отметку в 5 килограмм. Но учитывая стройное вытянутое тело, зачастую взрослые особи обладают более скромным весом, особенно это касается самок. В отличие от других куниц, Харзе присуща наиболее контрастная и яркая окраска. От хвоста к голове темно-бурый мех перетекает в золотисто-желтый и обратно, за что куницу также называют желтогрудой. Ареал обитания животных в основном охватывает Юго-Восточную Азию, простираясь от островов Индонезии до Китая, Индии и Пакистана, а северная граница ареала проходит по Дальнему Востоку России. Как и другие представители семейства куньих, Харза отличается невероятной подвижностью. Она с легкостью взбирается на деревья и перепрыгивает с ветки на ветку, но основная деятельность все же протекает на земле. В поисках пищи Харза проходит значительное расстояние, преодолевая до 20 км в сутки. И, конечно же, это искусный хищник, в рацион которого входит огромное количество животных, часто превышающих его в размерах. Например, как этот мунджак. Небольшой олень пытается наказать обидчика, но Харза играючи уворачивается от его атак. Изматывая жертву, она готовится к решающему нападению. При первой же возможности хищник впивается в горло острейшими зубами. Прицельный укус не оставляет бедняге ни единого шанса. А этой гигантской летяге не следовало спускаться на землю, ведь здесь у нее вряд ли получится избежать участи оленя. В любой ситуации Харза очень бдительна и осторожна. Полагаясь на абсолютное превосходство в скорости, она не спешит ввязываться в драку. Оценивая обстановку, атакующий с каждым разом становится все настойчивее. Однако поединок затягивается, и Харза решает поставить в нем точку. Летяга еще жива, но хищника это нисколько не смущает. Хватая добычу за горло, куница спешно уносит ее в укромное место. К популярным позициям в меню охотника относятся всевозможные грызуны, мелкие рептилии, птичьи яйца и даже сами птицы. Ключевую роль при поиске добычи играет развитое обоняние. Большинство куньих предпочитают одиночный образ жизни, но эти зверьки часто живут парами или даже семейными группами, насчитывающими до 7 особей. Охота также не всегда протекает в одиночку. Вдвоем у хищников в разы больше шансов справиться с крупной добычей, при этом экономится масса энергии и времени. Разумеется, добычей придется делиться, но такой туши даже двоим хватит надолго. Нападение на приматов также не редкость. В ход вновь идет тактика с изматыванием жертвы. Снова и снова Харза провоцирует обезьяну на атаку, ловко уклоняясь от каждого выпада. Несмотря на превосходство в размерах, лангур полностью обессилен. Он не может оказать должного сопротивления, и этим все активнее пользуется расчетливый хищник. Исход подобной схватки очевиден, особенно когда к делу подключается второй нападающий. Совместными усилиями еще живая жертва прячется от любопытных взоров.
Харза – одно из немногих животных, сумевших приспособиться как к теплому климату Азии, так и к суровым российским зимам. Широкие лапы позволяют меньше проваливаться при ходьбе по снегу, что дает определенное преимущество при охоте на копытных. Но аппетиты харзы не ограничиваются свежим мясом. При удобном случае она не прочь отведать плодов, ягод и в особенности аппетитного меда. Однако добраться до заветного лакомства не всегда так просто. Похоже, это непосильная задача даже для целой банды ночных разбойников. Если же кунице удалось найти легкую добычу, никто не сможет помешать ей насладиться процессом. По крайней мере, если речь идет о надоедливых воронах. Потомство из 2-3 детенышей достигает размеров взрослой особи уже через первые полгода жизни. Но они остаются вместе с матерью до появления следующих малышей, а иногда и дольше. В любом возрасте эти куницы игривы и любопытны. Они постоянно исследуют окружающий мир. В неволе животные могут прожить до 17 лет. В естественных условиях эта цифра, скорее всего, вдвое меньше. В суровом мире хищников харза имеет довольно скромные размеры, поэтому она в любой момент может превратиться из охотника в жертву. Однако высокая скорость и мгновенная смена направления помогает избежать клыков самых крупных и опасных соседей. Кроме того, действенным инструментом защиты харзы является резкий неприятный запах, которым зверек не только отбивает аппетит хищников, но и отмечает границы собственного участка. Гораздо большую опасность для популяции представляет повсеместная вырубка лесов, которая не идет в сравнение даже с действиями охотников. Мех харзы слишком грубый, поэтому коммерческий интерес к животным не слишком велик. В целом, удивительные охотничьи навыки, активный образ жизни и умение приспосабливаться помогли харзе занять широкую нишу в экосистеме, и в ближайшее время этим ловким хищникам не грозит опасность. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!